для приключения выходного дня в этот раз я выбрала музей современного искусства, который находится в центре. Периодически здесь меняются выставки, темы. Я даже не смотрела заранее специально ничего. Какие экспозиции в этот раз представлены. Хожу, смотрю. Чем мне нравится это здание и вообще этот центр, он бесплатный, вход свободный. И здесь порядка 7 или 9 этажей. И на каждом этаже какие-то магазинчики, кафешки. То сейчас вот в круг здесь представлена выставка акварельных изображений растений. Но я присмотрелась там к одной картинке, и видно, что это распечатка, прям такая пиксельная, жуткая. Но бывают интересные всякие штуки. Вот на первом этаже здесь была сейчас фотовыставка с последствиями землетрясения в Мьянме. Вот, и там такие, конечно, эпичные, впечатляющие кадры. Но также я в восторге от архитектурного решения этого центра. Также здесь еще могут ваши портреты нарисовать, продаются керамика различная, товары для творчества. В общем, атмосфера и вайб мне очень нравится здесь. Здесь продаются ресайкл кошелечки такие, которые сделаны вот из вот этой штуки, вот с этого материала медицинского для капельниц, я так понимаю. Здесь можно также хранить карты и свою наличку. Отличный вариант для подарка. 159 бат. Здесь еще типа такие пенальчики и даже большие сумки. При температуре 40 градусов. Даже косичка есть. Боюсь, что это настоящие волосы. Как это склепы в шкафу, да? Буквально. О, а я думала сова. Или сова не то, чем кажется. У нас, походу, камера слежения спрятана. Я думала, это кукла, но это перформанс. Попала в день как раз этого перформанса. Прежде чем человека шевелится. Я все закончила исследовать, обследовать. Мне нравится, да, этот центр, но есть единственный минус. Здесь чем выше поднимаешься, тем холоднее, тем активнее фигачит кондеры. И я просто уже, хотя специально одела льняную рубашку, мне все равно холодно, у меня замерзли руки и рот. Видите, я не могу нормально жестикулировать, поэтому иду на улицу греться. По выходным к нашему кондо приезжают 4 фудтрака с едой, и каждые выходные они разные. Чаще всего это тайская, азиатская еда, но иногда бывает неплохая выпечка, кофе. И мы каждый раз с любопытством бежим вниз смотреть, что же приехало на этот раз. Но сегодня ничего подходящего, и поэтому я просто решила взять в автомате фрукты на завтрак и приготовлю свои любимые творожные вафли. Кстати, из творога, который накануне приготовила, и рецепт уже выложила в шорты. Нашла подходящий рецепт – вафель, который уже проверен не раз, из творога и бананов. Поскольку в нашей семье, походу, только я кофеман, то я решила заморочиться и приобрела такой фильтр. В соседней кофейне нашла неплохой кофе, который они сами там обжаривают. Когда не ленюсь, я готовлю себе таким образом фильтр кофе. С новой силой, тем более, что тактические преимущества сейчас.
упала. Он сразу потрогал, пошел дальше. Ты ногами не коснулся, должен встать. Прям, ну дальше. О, я вернулась. Не лучшее решение, светлая футболка для такого супа. Это мне тоже очень страшно. В принципе, в Бангкоке есть Чайнатаун, китайский квартал, а это как будто китайский квартальчик. Небольшая улица, но здесь просто все в каких-то китайских чифальнях, кафешках, забегаловках. Вот мы сейчас зашли, поели ламэнь, очень громко, поели ламэнь, старый добрый, который периодически брали суп, пока жили в Китае. Суп с очень таким наваристым бульоном, лапшой, которую они сами там делают, и с говядиной. Объелись вообще. Сейчас сложно передвигаться, но надо походить, поисследовать окрестности. Дальше по плану было исследовать японскую винтажку и секонд-хенд, где собраны различные товары от одежды, посуды и техники. О, смотри, даже кресло есть. Чего? 15 бат. Всего 30 бат. Я хочу все. Просто разделочный был. Просто есть все. Скрипки, клюшки для гольфа, коляски, детские кресла в машину, какие-то вентиляторы, даже тренажеры есть, чемоданы. Понятно, куча одежды, куча фенов какие-то. Вот такая некая комиссионка японская. Телеки просто по скидке, мониторы, пылесосы даже есть, пылесосы. О, мини-печки. Это что, для вина? Типа шкаф для вина? А это что такое? Для льда? О, 1500! Тут даже нашла такое же платье, ровно точно-точь, которое брала себе на день рождения в том году. Юникло. Ну, конечно же, оно здесь стоит всего 180 бат. Я вот присмотрела такую очаровательную чашечку. Возможно, сюда буду складывать орешки или какие-нибудь мини-снеки. Вряд ли соль и сахар, но вообще подошло бы как раз-таки. Это Марк настоял на том, чтобы взять такую штуку для измельчения чеснока. Ну, допустим, для тоже каких-нибудь мелочей. Стоит копейки. Всего 15 бат. Марк взял себе два пола, один за 80 бат, второй за 800. Это Ральф Лорен. А я из одежды себе ничего не присмотрела, но взяла прикольную посуду. Дайсон. Я в шоке. Реально здесь все. Один, видимо, там что-то повреждено. За 6800. Второй за 8800. Стаканы. Преимущественно из Старбакса. Соответственно, по скидке. Как проходят наши вечера последних нескольких дней? Марк играет в PlayStation. Я играю на Калимбе. Это Марк подарил мне на день рождения
Новый год. Вот такую балалайку. И мне что-то было лень смотреть табы с ноутбука. Это неудобно. И я наконец-таки дошла до того, чтобы распечатать себе табы с всякими композициями. И сейчас я разучиваю, конечно же. Ну, конечно же, конечно же. Еще раз. Поняли? Гарри Поттер. Так, сейчас посмотрим, что у нас еще тут есть. «Убить Билла», «Нотр-Дам де Пари», «Бель». Знаешь ли ты мелодия из песни группы «Максим»? «Запахло весной», мелодия из песни группы «Бутырка». «Звук перед объявлением на ЖД вокзале». Ту-ду-ду-ду. Также у нас есть, это мое самое любимое, я хочу выучить. «Минута на размышление», мелодия паузы телепередачи «Поле чудес». Я хочу выучить и просто везде щеголять этой мелодией. Это смешно. Ну все, буду практиковаться. Ты слышал сейчас? У меня 3 строчки получилось уже. Блин, это реально работает, что это нарабатывается. Сегодняшнее утро решил начать с прогулки по своему любимому парку рядом с домом. И здесь, конечно, нескончаемое вдохновение и удовольствие наблюдать за какими-то птицами, варанами, даже голубями. Интересно, белки по проводам носятся. Парк и город потихонечку просыпается. Я иду, наслаждаюсь своим Orange Espresso, Espresso Macchiato. У вас тоже, да, в голове эта песня последнюю неделю в связи с Eurovision Song Contest? Я как будто на кладбище. Тут очень много ворон. Слышите? Блин, ну у них очень офигенный окрас. Он такой сиреневатый, на солнце особенно. Моя любимая рубрика «Эксперименты». Я вчера взяла в магазине такую штуку японскую. Это бобы, которые называются нато. Для пищеварения полезные, также предотвращают образование тромбов. И пожилые люди едят в Японии их на завтрак. Вот мы тоже сейчас сели завтракать. Я начиталась вчера. GPT говорит, что пахнет очень отвратительно и вкус такой едкий. Но я хочу попробовать, мне интересно. В общем, сейчас будем тестить. Я уже предвкушаю запах. Тут горчичка внутри и какой-то соус. Ну, похож на соевый, но какой-то светлый. Вот так вот выглядят эти бобы. Так, сначала покажу вам, потом буду нюхать. Вот такая склизкая субстанция. Это бобы соевые, получается, ферментированные. Не, ну нормально. Не отвратно. О, еще вот главный прикол, что они вот так вот тянутся ниточками. Видно? Надеюсь, меня не прохватит. Так, надо почитать все-таки. Разорвите пакет с соусом, полейте им нато. Хорошо перемешайте. Люди идут в одном направлении около 30 кругов. Окей, можно есть сразу или полить рисом. Блин, а если мне понравится, надо будет закупаться. В любом случае, если мне не понравится, это на завтрак. У меня есть вариант получше. Яйца с авокадо и хлеб, который я спекла сама. С Богом. Как будто очень пропавший сыр. Какая-нибудь горгонзола. Блин, мне же за это даже никто не платит. Типа, зачем я это пробую? Ну, тут жуется, как будто картошечка. Такая накрахмаленная. Ну, не знаю. Там еще GPT подсказывал, чтобы вот эту едкость как-то заглушить, можно попробовать авокадо. Не в кофе, только не в кофе. Авокадо.
Очень странно. Как они это придумали? Я вообще не понимаю. Ну, буду есть как лекарство. Во благо, во благо. Но нотки сырные присутствуют. Да. Ладно, пока на сегодня хватит. Ой, выводов не будет. Запах что-то. Переиграл. Тебе на братья все осталось. Срыгнешь? Без повторов, да?